Уважаемые телезрители и зрители моего YouTube канала, пришла зима, начинаем чистить кукурузу и решил снять детальный обзор своей лущилки для кукурузы. У многих подписчиков данная вещь вызвала интерес, поэтому ее разберу и покажу вам детально по конструкции внутри. Значит, здесь установлена такая деталь защитная, я ее изготовил из фанеры. Отверстие 6,5 сантиметров в диаметре. Дальше в описании скину демонстрационное видео, как это все работает. Сразу поймете, для чего это нужно. Отверстие было подобрано экспериментально по диаметру початка кукурузы. Снимаем данную вещь. Все сделано из фанеры. Вот. И монтируется на вот такой вот каркас. Каркас обычная доска. Вот. Дальше само устройство. Первое — это корпус. Корпус я изготовил из обычной водопроводной трубы, точнее тройника. Сейчас я его сниму. Вот. Каких-то нагрузок здесь нет. Он используется просто как кожух. Ну и чтобы не изготавливать, не варить там с оцинковки, с железа, подобрал вот такую вот деталь. Дальше. Следующее. Вал, который непосредственно чистит кукурузу. Основные размеры. Четыре, 4,5, ну и 17 длина. Я использовал трубу от вилки мотоцикла, валялась у меня в металлоломе. Нарезал здесь крупные зубья. Зубья абсолютно не вогнуты внутрь. В принципе, диаметр трубы я подбирал таким образом, чтобы в среднем початок сюда и в средний початок, который может быть, сюда и помещался. Вот. Дальше выпиливал два больших окошка. Они нужны, когда зубья попадают внутрь, чтобы они спокойно высыпались и уже ссыпались в емкость, которую вы установите внизу. Вот. Ну и задний щиток тоже был изготовлен из обычной водопроводной детали в виде заглушки. Значит, все это было сделано в домашних условиях. Единственное, понадобились токарные работы для изготовления данного узла. Все это соединяется с двигателем от стиральной машины. Стиральная машина советского образца. Там стоит два двигателя. Один на стирку, второй на отжим. Здесь применен двигатель на отжим, у которого обороты в районе 3000. Честно скажу, когда это все конструировал, попробовал и тот вариант, могу сразу сказать, ничего не работает. Слишком низкие обороты. Вот. Когда все это собирал, на трубу, на край заварил толстую металлическую заглушку и поехал к токарю. Он зажал в токарном патроне трубу и мне засверлил отверстие для монтажа на вал. Почему именно так? Потому что когда вы это все соберете, вращение должно быть без биения, соосно. Единственное, когда точили, попросил отверстие сделать чуть-чуть меньше и наждачкой уже подгонял плотную посадку на вал. Данный двигатель и вал соединяется путем зажатия болта центрального. Ну, таким образом в стиральной машине это все сделано. Вот. Вот так это все было собрано. Все вращается соосно, без биения и работает. Ну и самое главное — это двигатель. Двигатель обычно 220 вольт. Никакого включателя даже не ставил. Просто подключил провод без конденсаторов, без пусковой обмотки. Элементарно початком чуть-чуть крутнули, задали направление вращения, и все это работает. Сам прибор небольшой. Он не шумный, поэтому мы спокойно вечером
чистим кукурузу дома. Не нужно идти на улицу, куда-то в гараж, в сарай и сидеть на морозе это все делать. Работает уже года 3. Никаких пока проблем и поломок. Максимально все собрано в домашних условиях. Единственное скажу, не поленитесь, обратитесь к токарю. Понятно, что можно постараться и сделать все и дома, но вибрация, она будет разбивать подшипники двигателя. Вот основные детали. И все работает. Скажу честно, очень хороший помощник. Буквально за час-полтора можно начистить